Друзья, это Сиджес. Я бы назвал его городок спутник Барселоны. Сюда хотя бы на денек обязательно заглядывают туристы из столицы Каталонии. Улицы также кишат людьми, бары и кафе переполнены. Ну и я должен отметить, что у места определенно есть свой шарм. О городке уже так много сказано и показано, что я, честно говоря, не планировал ничего добавлять. Если бы не одно событие, которое приключилось на днях и захватило меня минут на 20-25, поглотила атмосфера и эмоции были неподдельные. Именно этими эмоциями я и решил с вами поделиться. Но для начала дам вам все-таки немножко контекста. Бывшая рыбацкая деревушка, ныне гламурный городок в получасе езды от Барселоны, известный в первую очередь своим карнавалом и международным фестивалем фантастического кино. Не в смысле «О боже», это фантастически, скорее кино о фантастике и фильмах ужасов очень высокого качества. Городок также обладает уютным историческим центром и уникальными экземплярами архитектуры каталанского модерна. Кстати, владельцы этих шедевров – индианос. Это общее название испанцев, отправившихся в Латинскую Америку, сколотивших там огромное состояние, что получалось далеко не у всех, и вернувшихся в родные места в статусе очень уважаемых и состоятельных сеньоров. Один из самых известных таких индианос из Сиджеса – сеньор Бакарди. Да-да, тот самый создатель и владелец империи по производству рома, который многие из нас по ошибке называют Бакарди. Ну а теперь к событию. На днях случилось международное ралли машин ушедшей эпохи. Проходит оно без осечек с 1959 года. В этом году было дьявольски атмосферно. 66-е по счету. Основное правило для участников – классические автомобили и мотоциклы, производство до 1924 года выпуска, стало быть, минимум 100-летние юбиляры. Хотя я заметил участников и помоложе, видимо, прорвались по блату. Колонна направляется из Барселоны в Сиджес, ну или 46 километров живописного маршрута вдоль моря. Изначально было заявлено 77 автомобилей и 11 мотоциклов. Но одна машина и один мотоцикл не смогли тронуться с места перед самым стартом, сообщил мне со смехом завсегдатая сеньор с флагом, а после, увидев в моих глазах неподдельную заинтересованность, благосклонно разрешил мне быть в роли основного флагоносца на несколько мгновений. Почти все автомобили находятся в частных коллекциях. Перефразирую, это уникальная возможность посмотреть на очень богатых людей, преимущественно местных, воочию, вблизи. А один из самых интересных моментов в этом всем – нужно быть одетым согласно эпохе своего авто, вплоть до мелочей гардероба. Объясняется условие просто. Первый заезд состоялся в феврале 1959 года, в разгар карнавала в Сиджесе, а он считается лучшим во всей Каталонии. Поэтому и ралли должно было быть костюмированным. Хоть и называется это действо ралли, речи о гонке не идет. Все передвигаются с одинаковой скоростью. Единственный элемент соревновательности – это возгласы и овации зевак. Восторженные и местами завистливые взгляды зрителей
и ставшая уже традиционной премия «Элегантность» самому изящному участнику заезда. Поговаривают, что запись в элитные ателье Барселоны начинается за много месяцев до ралли. Мои личные фавориты – это обладательница фамильного перстня, надетого прямо поверх белой перчатки, и хозяйка этой шляпы с самыми широкими полями, которые я когда-либо видел. Вы представляете, какая у нее парусность при движении? Тут две премии в одном – элегантность и самоотверженность. Углубившись немного в тему подобных ретро-автопробегов, я обнаружил, что их столько, что можно спокойно провести круглый год, перемещаясь по миру с одного на другой без пауз. Причем они настолько разнообразны, от виражей на серпантинах австрийских Альп и спринтов в марокканских пустынях до гонок во французской ривьере и даже ралли принцесс, где участвуют только представительницы прекрасного пола. Ну а самым старым и, по слухам, самым эффектным является автопробег ветеранов Лондон-Брайтон с автомобилями до 1905 года выпуска, то есть самой свежей модели там 119 лет. Ну что же, дорогие друзья, я надеюсь, что вы испытали тот же спектр эмоций, что и я, и закончить это видео хотелось бы в руках с бокалом рома, которым, я уверен, встречали наших участников авторалли на финише, сопроводив это фразой другого довольно известного участника авторалли. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Предварительно закусив, мы продолжим наш далекий путь.